Бытует мнение, что если у двигателя возникает детонация, то необходимо заменить датчик детонации. Но на самом деле, друзья, это далеко не всегда именно так. И сейчас вы это поймете. А также узнаете, какие симптомы могут указывать на неисправность датчика детонации. Как я всегда говорю, все нововведения в автомобилестроении так или иначе связаны с безопасностью, мощностью и экологией. И именно оттуда пришел к нам и датчик детонации. Автопроизводители постоянно стремятся повысить КПД двигателя и его экологичность. И было определено, что наибольшая эффективность и наименьшая токсичность достигается, когда двигатель работает на грани детонации, то есть на грани детонационного сгорания топлива. Поэтому все производители стремятся обеспечить работу мотора именно в таких условиях. До появления компьютерных систем управления двигателем эту задачу выполняли при помощи механических устройств. Наиболее популярные из них это вакуумное опережение зажигания и центробежное опережение зажигания, которое вы могли видеть в прерывателях-распределителях зажигания, по-простому трамблерах. Эти устройства хоть и помогали регулировать угол опережения зажигания, но были крайне малоэффективны. Но с приходом компьютерных систем управления двигателем ситуация кардинально изменилась. В данных системах уже всеми процессами управляет блок управления двигателем, и автопроизводители при проектировании закладывают в блок управления двигателем максимально возможные углы опережения зажигания для конкретного двигателя и конкретной системы. То есть для двигателя во внимание берется, например, его объем, количество клапанов и степень сжатия. А для системы управления двигателем берется во внимание наличие того или иного оборудования в системе. Для примера, на угол опережения зажигания в разных режимах влияет наличие или отсутствие системы EGR. Поэтому, еще раз повторю, производители закладывают в блок управления двигателем максимально возможные углы опережения зажигания, чтобы двигатель работал на грани детонации, но не переходил в зону детонации. Это очень важный момент для понимания дальнейших процессов. Но так как в двигателе либо в системе управления двигателем могут случаться неисправности, а также как защита от дурака, например, если автовладелец заливает не то топливо, которое положено. В систему был и внедрен датчик детонации. Этот датчик можно назвать микрофоном на пьезоэффекте, который постоянно слушает двигатель. Он обычно прикручивается по центру блока цилиндров, что позволяет ему слушать каждый цилиндр отдельно. Датчик может быть установлен как один, так и несколько, но для обычного рядного 4-цилиндрового двигателя достаточно одного датчика. Но здесь, друзья, сделаю уточнение. Я вам рассказываю про базовую школу. И некоторые производители могут отходить от этих стандартов. Это можно сравнить, например, со смартфоном. Например, существует чистая система Android, но различные производители телефонов могут в нее добавлять что-то свое или наоборот что-то вырезать. Поэтому вроде как система одна и та же, но различия могут быть существенные. То же самое и в автомобилестроении. На большинстве автомобилей датчик устанавливается, как я показал, но в то же время на некоторых системах расположение датчика может быть абсолютно другим. Например, только возле первого цилиндра, либо возле последнего. Также существует мнение, что на V-образных моторах обязательно устанавливается два датчика детонации, но на самом деле это тоже не совсем так. На многих V-образных моторах датчик детонации устанавливается один, именно в развале блоков. Поэтому еще раз повторю, я вам рассказываю базовую школу расположения и работы датчика детонации. Существуют два основных типа датчиков – резонансные и широкополосные. Наиболее популярны на бюджетных автомобилях именно широкополосные датчики. Почему он называется широкополосным? Дело в том, что ЭБУ не всегда слушает двигатель, а именно в те моменты, когда возможно возникновение детонации. А широкополосный датчик передает абсолютно все шумы во всех режимах работы двигателя. Поэтому в блоке управления установлены специальные фильтры, которые отсекают все лишнее и оставляют только частоты, на которых можно прослушать детонацию. Обычно это около 6-7 кГц. Но более точно зависит от конкретного мотора. Как это работает? Допустим, у нас задан какой-то угол опережения зажигания. Пусть это будет 21 градус. Если блок управления определяет начальные признаки детонации, тогда он пошагово снижает угол опережения зажигания. Сначала снижает на 3 градуса. Если проявления детонации все так же продолжаются, блок управления и дальше снижает пошагово на 3 градуса. И будет так делать до тех пор, пока проявления детонации не прекратятся. Затем блок некоторое время выжидает. Если признаки детонации больше не проявляются, тогда он также пошагово начинает увеличивать угол опережения зажигания. И делает это небольшими шагами. Сначала повышает, допустим, на 1 градус и снова выжидает. Если проявлений детонации нет, тогда он снова повышает угол опережения зажигания на 1 градус. И так будет продолжаться, пока угол опережения зажигания снова не выйдет на начальные значения, которые заложены в блоке управления двигателем. Также отмечу, что такие алгоритмы могут различаться на разных системах, на разных блоках управления.
но данный алгоритм наиболее популярный. И также напомню, что я рассказываю вам базовую школу. И в реальности алгоритмы коррекции по датчику детонации намного сложнее. Существует грубая коррекция, тонкая коррекция, плюс эти коррекции немного различаются на 16 и 32-битных блоках управления. Но суть данного видео не в этом. Как можно понять из всего вышесказанного, блок управления двигателем при помощи датчика детонации может только уменьшать угол опережения зажигания от заданного, но никак не может выставить угол опережения зажигания больше, чем задано в самом блоке управления. И вот на этом моменте можно понять, что неисправный датчик детонации на исправном двигателе никак не может привести к детонации. Поэтому утверждение, что при наличии детонации необходимо менять датчик детонации, абсолютно неверно. Потому что исправный двигатель на исправной системе с рекомендованным топливом должен работать абсолютно без детонации, даже при отсутствии либо неисправности датчика детонации. Поэтому если у вас возникает детонация, необходимо ремонтировать двигатель и диагностировать систему, а не винить во всем датчик детонации. Но если же у вас произошло такое редкое стечение обстоятельств, что неисправен двигатель и одновременно вышел из строя датчик детонации, то при замене датчика детонации вы, может, и не будете больше так часто слушать эту самую детонацию. Но нужно понимать, что вы не избавились от проблемы, а просто ее замаскировали исправным датчиком. Детонации вы можете и не слышать, но ваш двигатель будет работать неэффективно, неэкономично и не экологично. И со временем это вылезет еще большие проблемы. Но, к слову сказать, датчик детонации крайне редко выходит из строя. Это очень и очень надежный датчик. Там, по сути, особо нечему ломаться. И производители тоже такого же мнения, потому что это один из немногих датчиков, к которому очень сложно добраться. На множестве автомобилей для его замены необходимо разобрать пол мотора, а на некоторых приходится даже сливать охлаждающую жидкость. За всю свою практику я видел всего лишь несколько неисправных датчиков детонации. И то большинство из них вышли из строя, потому что владельцы били по ним молотком, насмотревшись видео на ютубе, как проверить датчик. В итоге у него оказалась проблема в датчике кислорода, но своими проверками он просто убил датчик детонации. Поэтому, как правило, проблемы возникают не в самом датчике, а в разъемах его электропроводки, а также от человеческого фактора. Наиболее часто это окисление разъемов его электропроводки, а также неправильное его крепление. Датчик детонации должен быть прикручен к блоку цилиндров специальным родным болтом и затянут необходимым моментом. Чаще всего это 20 ньютон-метров. А также бывают случаи, когда просто забывают подключить этот датчик после ремонта двигателя. Поэтому, если вы наблюдаете одни из следующих симптомов, не спешите менять сам датчик. Сначала проверьте его крепление и его электропроводку. Так какие же симптомы могут указывать на неисправность датчика детонации? В первую очередь это, конечно же, наличие кодов неисправности по датчику детонации в блоке управления двигателем. Второй признак – это снижение мощности двигателя, особенно при движении свыше 80-90 км в час. То есть на скоростях до 80-90 км в час эта проблема может проявляться не так очевидно, а на скоростях выше 90 км в час вы однозначно заметите ухудшение динамики автомобиля. Следующий симптом – это повышение расхода топлива. Также может наблюдаться довольно ощутимое снижение оборотов на холостом ходу, что может приводить даже к вибрациям по кузову. Об этом я уже упоминал в видео для спонсоров, где рассказывал историю, которую мне прислал один из подписчиков, как он долгое время боролся с проблемами оборотов на холостом ходу и только потом заметил, что ему просто не подключили разъем к датчику после ремонта двигателя. Ну и последний главный признак – это небольшой затуп или провал при нажатии на педаль акселератора, то есть на педаль газа. Так что если ваш двигатель работает с детонацией, не спешите менять датчик, а ищите реальную причину возникновения этой самой детонации. Ну о причинах мы поговорим уже в следующих видео, потому что это очень обширная тема, и приводить к детонации могут абсолютно разные причины. И далеко не на все можно повлиять углом опережения зажигания, поэтому датчик детонации в некоторых случаях абсолютно бесполезен. О способах проверки датчика, а также стоит ли его проверять, я также расскажу в следующем видео, потому что там тоже много нюансов. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. К слову сказать, датчик хоть и надежный, но автопроизводители постоянно ищут более точные и более экологичные способы определения признаков детонации. Например, существует методика определения детонации по току в цепях свечей зажигания. Теперь сделаем краткий и понятный вывод. Как работает система обратной связи по датчику детонации? Первое. В прошивке заложен базовый угол опережения зажигания, то есть для каждой точки нагрузки оборотов есть значение, рассчитанное под нормальный бензин и исправный мотор. Второе. В прошивке есть верхний предел угла, дальше ЭБУ сам никогда не пойдет, даже если детонации нет.
То есть датчик детонации не поднимает угол выше прошивочного. Третье. Датчик детонации работает только в сторону уменьшения. Если детонации нет, оставляет базовый угол. Если появились признаки детонации, тогда вычитает угол. И четвертое. После снижения угла опережения зажигания ЭБУ постепенно возвращает УОС назад к базовому, если детонация исчезла. Ну и теперь самое главное. Датчик детонации может уменьшить последствия детонации, но не устранить причины.